5 жутких находок, обнаруженных после покупки жилья. Покупая дом или квартиру, мы, как правило, стараемся досконально все посмотреть. Но что, если подарок замурован в стену? Ужасные змеи. 2009 год. Штат Айдахо, США. Супруги Бен и Эмбер Сэшенс купили просторный дом всего за $180 тысяч. Это была прекрасная, выгодная для семейного бюджета сделка. Эмбер, кстати, была беременна, и супруги Сэшенс готовились к появлению малыша уже в новом жилье. Правда, радость была недолгой. Уже через несколько дней, а точнее ночей, пара заметила, что в стенах дома постоянно что-то копошится. Позже Эмбер рассказывала, что со временем стала находить змей во всех уголках дома. Они были не ядовитыми, но количество их постоянно росло и, естественно, пугало женщину. Напомним, Эмбер ждала ребенка и при этом постоянно наступала на змей в своем доме. Слышала, как они ползают за стенами. Настоящий кошмар. Последней каплей стало число 43. Именно столько змей поймал Бен за одни сутки в собственном доме. Прошло всего 2 месяца, и пара все-таки решила съехать и потерять свои $180 тысяч, так как при покупке дома согласились с условиями невозврата средств в случае форс-мажора. Младенец. Июль 2007-го. Торонто. Ремонтник Боб Кингхорн сверлил дырку в балконе дома, чтобы поменять электропроводку. Стена поддалась не сразу, и Бобу пришлось ее немножко распотрошить. Тогда-то он и обнаружил старый газетный сверток. Рабочий достал его и сразу же почувствовал резкий неприятный запах. «Я развернул газету и увидел там мертвого ребенка», – рассказал позднее Кингхорн. Он был размером с 4-месячного малыша. После экспертизы стало известно, что малыш умер естественной смертью, насилие к нему не применялось. Криминалисты смогли также установить примерную дату смерти ребенка. Это 1925 год. Каким же образом мертвый младенец оказался в стене жилого дома, до сих пор остается загадкой. Большой брат. Апрель 2016-го. Сидней. Молодые влюбленные на очень выгодных условиях снимают квартиру у 66-летнего бизнесмена Масааки Имаэда. Сделка проходит быстро, и новые жильцы этому очень рады. Однако через некоторое время молодой человек случайно натыкивается в интернете на отзыв о своем арендодателе. Странно, что это не случилось до въезда в квартиру. Но по словам прежних жильцов, у престарелого японца не все дома, а в квартирах, которые он сдает, установлены камеры видеонаблюдения. Тогда-то парочка и начинает шерстить жилище на предмет присутствия так званого «большого брата». И, о ужас, находят скрытые камеры в своей спальне, в душе, в кухне, абсолютно везде. Многие из них замаскированы под датчики пожарной сигнализации или лампочки. После того, как пара заявила в полицию и арендодателя посадили в тюрьму на 17 месяцев, выяснилось, что неподалеку от сданной квартиры бизнесмен оборудовал себе штаб-квартиру, откуда и вел наблюдение за жильцами. Клад из волос и ногтей. Лондон, 2004 год. При реконструкции одного из старинных домов рабочие нашли ведьмину бутылку, специальный оберег, который, согласно ритуалам 17 века, должен был охранять дом от злых духов. В подобных сосудах прятали мочу, волосы, ногти и даже обрезок кожи в форме сердца, проткнутый иголкой. И это все создавало полный канонический набор защитной магии. Эксперты подчеркивают, что люди, верившие в такой ритуал, надеялись, что проклятие, в случае чего, коснется лишь такой обманки и обойдет хозяев дома. Ведьмину бутылку следовало замуровать в стену своего жилища. До сих пор в разных уголках Европы находят подобные обереги, однако их содержимое чаще всего уже разложилось и выветрилось. Секретный ход.
Ноябрь 2011 года. Южная Каролина. Супруги Браун, переехав в только что купленный дом, обнаруживают там потайной коридор. Вместе они следуют по нему и упираются в дверь пустой комнаты, к двери которой приделана записка: «Если вы читаете это, значит вы нашли мою тайную комнату. Я недолго был владельцем этого дома и обнаружил, что у него есть серьезный недостаток – токсичная плесень. Мои дети так сильно заболели, что мы были вынуждены переехать. Предыдущий владелец даже оставил контакты для связи, и Брауны в срочном порядке ими воспользовались. Только тогда выяснилось, что дом кишит грибком стахиботрис. Грибок особенно страшен тем, что оседает в легких человека, вызывает раздражение слизистой, аллергию и астму. Кроме того, такой грибок активно подавляет человеческий иммунитет, действуя сходно с вирусом СПИДа. Известно, что после Брауны сразу переехали, однако уберечься от страшного грибка все-таки не удалось. Дети Браунов заразились, и им пришлось долгое время восстанавливать свое здоровье антибиотиками. Поэтому, покупая жилье, дотошно допытывайтесь даже до самых невзрачных нюансов, чтобы сохранить капитал и жить в новом доме долго и счастливо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!